Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео 5 стратегий конфликта. В любых отношениях, будь то деловые, дружеские, родственные или любовные, наступает момент, когда возникают различные конфликтные ситуации из-за недопонимания или противоречия. Каждый человек реагирует по-своему на конфликт и выбирает одну из 5 стратегий. Какая помогает, а какая вредит и в каких ситуациях, мы расскажем вам чуть позже. Итак, какие же есть стратегии поведения в конфликтной ситуации? Первая стратегия – конкуренция, или она еще называется соревнование. Такой вид поведения подразумевает под собой, что человек ставит свои интересы выше чужих. Он во что бы то ни стало уверен, что победа должна принадлежать только ему и никому другому. Человек, который выбирает эту стратегию, будет идти напролом как танк. Его не интересует, какие приводит аргументы другая сторона, и ведет себя так, будто бы не слышит, что ему говорят. В основном такая стратегия негативно сказывается на отношениях между людьми, потому как проигравшая сторона сегодня может отказаться сотрудничать в ближайшем будущем. Стратегия конкуренции может и положительно влиять на людей, но только при условии резкого вмешательства в основном начальства, где требуется временно показать свое превосходство и одержать верх над конфликтной ситуацией. Только в этом случае стратегия наведет порядок в коллективе для всеобщего блага. Во всех же остальных случаях конкуренции побеждает один, а второй становится проигравшим. Стратегия номер 2. Приспособление. Эта стратегия характерна тем, что участник конфликта меняет свою позицию в ущерб самому себе. То есть он отказывается от своих интересов в пользу второго участника конфликта, для того, чтобы побыстрее все закончилось. Человек, который выбирает данную стратегию, пытается быть хорошим для всех. А если он еще и видит, что конфликтная ситуация появилась с сильным соперником, то считает сдаться сильному это скорее плюс, чем минус. Может, хоть помилует. Приспособление в основном вредит только уступающему, потому что терпение не железное. Одно дело, когда вопрос касается каких-то незначительных вещей, наподобие куда поставить кулер возле окна или у стола, и совсем другое дело, когда это касается серьезных вопросов. Эта стратегия имеет место быть, когда не хочется портить хорошие отношения, но она не идеальна, потому как и в стратегии соперничества один является победителем, а второй проигравшим. Разница только в том, что здесь человек сдает свои позиции на добровольной основе. Стратегия номер 3. Избегание. Выбирая такую стратегию, человек в основном просто не переносит конфликты, хотя зачастую и сам их создает. Вместо того, чтобы решать насущный вопрос, ему проще сказать: «Давай не сейчас, я на работу опаздываю, сейчас не время, позже поговорим». И это позже практически никогда не наступает. Он вроде бы и не конфликтует, но вечно оставляет другого человека в подвешенном состоянии. Вопрос-то открыт, а ответа нет. Получается, что человек, который выбирает стратегию избегания, не отстаивает свои интересы в спорных вопросах и ситуациях, но и, откровенно говоря, плюет на интересы других. Это из той оперы, что само как-нибудь решится. Но, как известно, ничего само по себе не решается. Поэтому эта стратегия достаточно негативно сказывается на отношениях, а особенно с близкими людьми. Избегание само по себе хорошо только при одном условии. Когда общение с другим человеком не имеет никакого значения для избегаемого. И когда он не видит смысла тратить на конфликт драгоценное время. Во всех же остальных случаях при стратегии избегания человек накапливает мешок вопросов и бегает с ним ежедневно. А как только он становится неподъемным, какие-либо отношения прекращаются. Причем не им самим, а стороной, которая долго пыталась разрешить конфликтную ситуацию. А оставшись ни с чем, как следствие, решила закончить отношения здесь и сейчас. Стратегия номер 4. Компромисс. Она характерна тем, что интересы двух сторон удовлетворяются частично. Человек, который прибегает к этой стратегии, легко может уступить в чем-то своему оппоненту. Но только при условии, что и оппонент должен поступить точно так же. Это как в торговле. Я тебе, ты мне. И тогда договоримся. Причем компромисс выбирается в основном только тогда, когда конфликт не может быть разрешен иначе. Две и более сторон понимают, чего хотят, и стоять как два барана на своем не видят особого смысла. Поэтому компромисс является для них наиболее приемлемым вариантом.
когда нет возможности удовлетворить потребности двух сторон. Особых проблем с этой стратегией не бывает, но люди, которые привыкли выбирать такой вид стратегии, как соперничество, уступать не привыкли и намерений таких не имеют. Поэтому если и могут появиться какие-либо проблемы с компромиссом, то это только если вторая сторона прибегает к стратегии конкуренции. В остальных же случаях компромисс является быстрым и благоприятным решением для любого конфликта. Стратегия номер 5. Сотрудничество. Считается самой правильной и в то же время самой сложной стратегией поведения из всех, потому как для нее требуется учитывать все свои интересы и интересы собеседника. В данной стратегии человек старается добиться того, чтобы можно было удовлетворить две стороны. А это достаточно сложная работа. В сотрудничестве люди рассказывают о своих интересах и стараются решить саму причину конфликта, то есть найти выход, как справиться с той или иной проблемой. Человек, который выбирает стратегию сотрудничества, умеет увидеть саму проблему и может предложить множество вариантов решения сложившейся ситуации. Он откровенен, безэмоционален и всегда готов к дельным предложениям. Конечно, к этой стратегии обращаются уже люди с огромным жизненным опытом, когда понимают, что лишняя перепалка не даст никакого результата, а обвинения только усугубят появившийся конфликт. Поэтому люди, которые выбирают стратегию сотрудничества, готовы к конструктивному диалогу. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И пишите в комментариях, какую вы выбираете стратегию поведения в конфликтной ситуации. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.